Милана, какие плюсы в Швеции? Один. Какой один? Что тебе больше всего нравится в Швеции? Другой. Ячика нравится. Что нравится? Ячика. Зайчики нравятся, Да. что бегают на природе? Ну, А белочки нравятся тебе? бантика. Тимофей, что тебе нравится в Швеции? Ну, мне нравится музей, каждую неделю ходить два раза. Еще мне нравится как здесь площадка, еще мне нравится музей. Ну и все. Школа нравится тебе? Нравится очень. Еда нравится? Нравится, но не всегда. А что не нравится? Что тебе больше всего здесь не нравится? То, что... Мне кажется, что в Швеции вообще нет никаких минусов. Всем привет! Меня зовут Александр, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы поговорим про плюсы и минусы в Швеции, с которыми мы столкнулись за 3 месяца проживания в этой стране с семьей с 2 детьми, школьником и дошкольником. Эти плюсы и минусы будут касаться нашего личного, субъективного отношения к Швеции в целом. Мы немножечко посравниваем Россию и Швецию, а также постараемся более-менее раскрыть каждый из минусов и плюсов, чтобы у вас сложилось свое представление о том, как мы живем, с чем мы сталкиваемся и какой у нас получился опыт. Поехали! И начнем мы, конечно же, с минусов. Все любят подизлайкать, все любят поагриться на какие-нибудь недостатки чужой страны. Своя же она всегда лучше. И, естественно, проживая здесь уже более 3 месяцев, мы можем назвать некоторые минусы. Первый из них – это обобщенный такой минус – дорого и долго. В России мы привыкли, заказал сегодня, привезли уже через час на каком-нибудь Яндекс.Маркете, каком-нибудь Wildberries или Озоне. Все очень быстро, куча товаров из Китая, можно купить все по дешевке и так далее и тому подобное. Здесь немножко по-другому, здесь другая экономическая зона, здесь очень много товаров производится в Евросоюзе, соответственно, из Китая поступление товаров резко ограничено, и из-за этого возникает прирост к стоимости конечной товаров, которые ты приобретаешь. Здесь доступен Amazon, на котором ты можешь купить, в принципе, все, что угодно. Но цена у этого Амазона будет в разы выше, чем на наших Озонах и Вайлдберрисах. К этому нужно быть готовым. К тому же здесь нужно платить и за доставку, и скорость этой доставки будет гораздо ниже. И чтобы привезли тебе домой, нужно платить подписку. Там, если мы говорим про Amazon, то это Amazon Prime и тому подобные вещи. Поэтому с доставкой и покупкой товаров онлайн, ну, здесь такое. Следующая моя личная боль, это после того, как я оформил все документы, я столкнулся с банковским сектором Швеции. Я начал пользоваться услугами такого банка, как СЕБ, и в этом СЕБе достаточно все, скажем так, не совсем гибко и не клиентоориентировано. Один простой пример. Есть интернет-банк, вы заходите в интернет-банк, пишете в чате, и ответ в чате приходит через неделю. Да, через неделю. Не сейчас же, не через 5 минут, не через день, через неделю. Дважды у меня это было. Но это ладно, если вы хотите позвонить в банк и решить какой-то вопрос, как правило, вы попадаете в очередь, где вам не говорят, какой вы по номеру счета, вы просто ждете. Слава богу, они добавили функцию, мы вам перезвоним, и нужно просто набрать свой номер, оставить. Один раз мне даже не перезвонили, второй раз мне перезвонили через час. Вот такой вот банк. Конечно, с банками есть и всякие лайфхаки, как тот же самый лондонский Revolut, когда вы просто заводите себе банковский счет онлайн, без офиса, и можете, в принципе, этим счетом пользоваться, и игнорируете просто существование шведских банков. Но счет в шведском банке вам все равно нужно открывать, а это такая себе история. Еще один минус, который отнесен к категории дорого и долго, это стоимость продуктов, стоимость готовой еды, стоимость еды в ресторанах, кафе, стоимость услуг, и все с этим связано. Например, средний чек, когда вы идете с ребенком на какой-то выходной, вот мы с 2 детьми идем в музей, идем потом в кафе пообедать, это где-то в районе 30-50 евро за один день у вас уйдет обязательно. Значит, плюс добавьте сюда стоимость проездного,
стоимость на дорогу и так далее и тому подобное, и получится уже в районе 60. 60 евро за один день вы можете потратить в легкую, а выходных у вас 2, поэтому будьте готовы на более высокий уровень трат на развлечения. Также еще про дорого и долго – это рынок услуг. Здесь не стригут в барбершопах по 1,5 часа, здесь время бронирования где-то в районе 30 минут на человека. То есть, когда вы попадаете на какой-нибудь сайт барбершопа и букаете себе запись, здесь идет на 30 минут запись на взрослого и 20 минут на ребенка. То есть, за это время они вас должны постричь и все остальное. В некоторых местах даже помывка головы не входит в эти деньги. А за взрослую стрижку придется отдать от 35 евро, за детскую от 30 евро. И это может быть барбершоп, это может быть просто какая-то hairdresser, haircut place, то есть там, где просто стригут людей. Оно примерно все вот по Стокгольмскому региону, примерно такая цена. При этом качество вам абсолютно мало кто будет гарантировать. Смотреть надо всегда по отзывам. Очень много отзывов читал, что миллионы мест обошел, нормального места не нашел, вот в этом месте стригусь, вроде более-менее, и то качество не устраивает. Поэтому такое. Кроме того, для девушек можно подметить, что мы с супругой подписаны и наблюдаем за очень многими блогерами из Украины, из России, других русскоязычных стран, которые очень много жалуются на качество ногтевого сервиса, на качество тех же самых парикмахеров, уходу за собой, и они пользуются поездками на родину для того, чтобы пробежаться быстренько по всем этим салонам, привести себя в порядок и вернуться в Швецию. Так что, увы, но с услугами здесь вот так. Ну что ж, давайте немножко отойдем от дорого и долго и перейдем к следующему минусу. Это наличие нетрудоустроенных мигрантов. Да, кто-то может сказать, что ну так себе минус, не так часто ты с ними встречаешься, и, наверное, действительно так, но когда ты с ними встречаешься, это не совсем приятные встречи. Например, это может быть встреча в метро у лифта, где не совсем приятно выглядящий и тем более приятно пахнущий человек может зайти с тобой в одну и ту же кабинку или затиснуться туда, или еще по какой-то причине вы с ним окажетесь рядом. Это не совсем приятная встреча, которая оставляет за собой осадок на несколько часов. Кроме того, по вагонам метро, особенно на самых популярных ветках, ходят люди цыганской внешности, которые, звеня монетами, предлагают поделиться с ними собственными своими деньгами, чтобы их поддержать. Я не знаю причин, по которым эти люди находятся в Швеции. Я не совсем верю им в том, что они находятся в совершенно безвыходной ситуации, потому что, насколько я знаю из новостей, из того, что я читал, правительство Швеции и люди, которые платят здесь налоги, оказывают им достаточно хорошую поддержку. Поэтому я не очень понимаю людей, которые до сих пор продолжают их поддерживать. Я знаю, что как только началась история с иранскими беженцами и прочими, народ Швеции активно их поддерживал и давал деньги и так далее, что увеличило иммиграцию такого рода контингента в страну. Но со временем люди стали меньше с ними делиться, потому что были выработаны какие-то условия их поддержки на законодательном уровне, и шведы просто считают, что раз такие меры уже предприняты, зачем же давать денег еще и сверху. Но некоторые продолжают, что, собственно, и стимулирует этих людей попрошайничать на улице, в метро и так далее. Это один из наших минусов. Следующий минус – это необходимость изучения шведского языка, но это не минус как сам по себе, а то, что в стране есть достаточно небольшой выбор того, как это можно сделать. То есть вы либо сами платите за языковые курсы, за своего преподавателя, с которым вы будете заниматься там онлайн, офлайн, то есть это вы сами с этим разбираетесь, но государство вам предоставляет по сути только одну возможность изучения языка, это курсы SFI, что так называемые, которые в принципе не совсем эффективны, и по результатам опроса большого количества людей, которые сюда приехали из разных стран, из Румынии я общался с человеком, из России и других, все говорили о том, что курсы SFI – это просто способ отмывания денег от государства, то есть, чтобы вы понимали, как это устроено, есть дотация от государства разным компаниям, которые оказывают такого рода образовательные услуги, обучение мигрантов языку шведскому. Вы на них записываетесь, приходите, у вас может быть на одном занятии один преподаватель, на другом занятии у вас может быть уже другой преподаватель, причем он может вам преподавать одну и ту же тему несколько раз, он вообще не смотрит, в принципе, за
тем, как абитуриенты приезжие ведут себя на занятиях, он просто начитывает материал или дает задание, и потом, по сути, никакой проверки не происходит. То есть, таким образом, язык вы можете выучить только если вы супер-мега мотивированный человек на это изучение. У меня супруга записалась на платный тренинг в Фолк-университет. Это университет в центре Стокгольма, который платный, и там оказываются услуги по изучению языков, в том числе и шведского. Также там можно обучиться на какую-то профессию, которой не хватает, например, шведскому обществу, там, я не знаю, водители, нянечки детских садов, воспитатели и прочее. Поэтому будьте готовы к тому, что шведский язык вы либо должны привезти с собой из страны, откуда вы едете, либо вы должны быть готовы к тому, что быстро и эффективно вы сможете учиться только тогда, когда у вас совпадет мотивация и денежные ваши возможности на то, что вы готовы вкладываться в это. Либо, если вам супер повезет с бесплатными курсами SFI, у вас будет супер преподаватель, который будет полностью отдаваться своему делу и научит вас шведскому языку. А без шведского языка вы можете какое-то время работать с английским языком и даже жить с английским языком, но это вам не поможет интегрироваться, потому что через язык вы в том числе познаете какие-то элементы культуры, и очень странно жить с английским языком в стране, где официальным языком является другой язык, шведский. Поэтому шведский вам рано или поздно придется выучить, если вы планируете остаться в стране надолго. Ну и последний минус, который мы очень сильно ощущаем сейчас после переезда в Швецию, это отсутствие помощи родственников и отсутствие возможности коммуникации с друзьями, проведения совместных каких-то вечеров, походы в кафе, рестораны, выезд там куда-то за город вместе на машинах. Такого рода отдых. Его, конечно, очень не хватает для того, чтобы перезагрузить собственную голову. Конечно, мы сейчас занимаемся другим видом отдыха, о котором мы поговорим в разделе с плюсами. Но все-таки такое резкое изменение жизни, оно сильно сказывается на психике и достаточно трудно перестраиваться. Нужно друг друга поддерживать. Но теперь поговорим о плюсах Швеции. Что мне больше всего привлекало в стране перед принятием решения окончательным об иммиграции сюда, это разнообразие культур, разнообразие народностей, которые присутствуют на территории, которые здесь уже присутствуют давно. Здесь есть и темные люди, и светлые люди, и люди с желтыми, и с другими лицами. В общем, разных национальностей. Это создает такое разнообразие, которое приятно наблюдать каждый день. Это дает тебе понимание о том, что мир он разный, мир он не ограничивается только одним каким-то этносом, не знаю, потому что в России я видел только, наверное, индийских студентов у нас, которые учились на медиков в Нижнем Новгороде, и, наверное, все, вот и все разнообразие людей, которые я видел, и русских. Здесь же, конечно, это все гораздо больше. Ну, я уже не говорю о том, что здесь и однополые браки, и все вот это мракобесие, но с другой стороны, почему бы и нет, люди имеют право, ничего в этом плохого не вижу, каждый живет так, как хочет, современный мир, он позволяет это делать, поэтому у меня к этому никаких претензий нет. И, наверное, следующий плюс, он вытекает от предыдущего, здесь нет такого какого-то враждебности к понаехавшим людям, то есть если ты приезжаешь в качестве иммигранта в эту страну, ты не чувствуешь, что к тебе относятся как к человеку третьего сорта, что ты приехал из какой-то shithole country. Все вполне дружелюбно. Если ты еще и предпринимаешь какие-то попытки по интеграции, то есть ты говоришь, что вот мы учим язык, там где-то мы пытаемся вот разобраться с этим, мы хотим отправить ребенка в шведскую школу, то наоборот тебя как-то даже пытаются помочь, подсказать, какие-то дать лайфхаки и тому подобные вещи. То есть это очень приятно. Наверное, вы миллион раз слышали про такой плюс в Швеции, как качество воздуха и воды. Ну, про воду тут, в принципе, ничего удивительного нет. То, что Скандинавия, там, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия – это такой материк, остров, который совсем недавно стал населен людьми. Ну, я имею в виду относительно недавно, в миллионах лет, да. Потому что человечество сюда пришло относительно поздно. Начиналось там все с Африки, и через российский материк все это, через Евразию все это пришло в
Австралию, и только после того, как ледники то заслоняли, то отходили от континента скандинавского, люди пришли туда, так как холодно, кто хочет жить в холоде, никто. Вот. И только с развитием какой-то там одежды, технологий люди начали осваивать эти земли. Соответственно, так как отсюда совсем недавно сошли ледники, а до сих пор огромное их количество сосредоточено выше Норвегии, на севере Швеции и в близлежащей местности, соответственно, вода, которая от них поступает, она поступает прежде всего сюда. И поэтому качество этой воды, оно потрясающее. То есть пьют тут вообще отовсюду, из любого крана, везде в туалетах есть стаканы, которыми ты можешь воспользоваться, налить себе воды из-под крана и попить. То есть здесь с этим вообще никаких проблем нет, и чувствуешь себя шикарно. Воздух – это вторая причина. Воздух здесь не отравлен так сильно выхлопными газами автомобилей по нескольким причинам. Во-первых, у них есть законодательное регулирование уровня выбросов, соответственно, налоги высокие, и никто не хочет платить высокие налоги за дешевую машину, которая выбрасывает много вредных газов. Поэтому предпочитают пользоваться субсидиями государства на электромобили, какие-то другие меры господдержки, и платят меньше налогов за автомобиль. Автомобиль меньше вредит окружающей среде. Всем профит, как бы, от этого меньше газов. К тому же автобусы работают на биогазе, то есть мы сдаем в Швеции свои какие-то пищевые отходы, эти пищевые отходы поступают на перерабатывающие станции, и там делают из них биогаз, потом им заправляют автобусы. Тоже, опять же, ничего сложного, но все получают эту выгоду. Профит, чистый воздух. Ну, следующий наш плюс – это безопасность. Действительно, здесь чувствуешь себя гораздо больше безопасности, чем ты чувствуешь себя в Нижнем Новгороде. И я не говорю сейчас про каких-то там преступников, еще какие-то такие криминальные элементы. Я прежде всего говорю про дороги, да, то есть самое большое количество смертей в России, из того, что я знаю, это не от того, что там самолеты падают или взрывается что-то, это прежде всего гибель людей на дорогах. Здесь, когда ты подходишь к дороге, машина останавливается за несколько десятков метров, притормаживать начинает и останавливается далеко до пешеходного перехода, до того, как ты начал его переходить. Это создает ощущение полной безопасности и симбиоза водителей и пешеходов, и от этого ты чувствуешь себя прекрасно, особенно если ты идешь с детьми. Да, конечно, бывают исключения, когда мимо тебя может проехать чуть-чуть побыстрее какая-то машина, но, как правило, это происходит, если на тебе там в темное время суток не оказалось какого-нибудь светоотражающего элемента. В основном здесь все пользуются такими вещами, покупают их в любом супермаркете, вешают на одежду, они мигающие, просто люминесцентные, еще какого-то вида. Вот, очень это популярно. И вот водитель, иногда не заметив, он обязательно помашет тебе рукой, извинится, что он тебя не пропустил, и это тоже приятно. То есть ты видишь, что человек не просто так тебе переехал дорогу, а что он увидел тебя в самый последний момент, например, и извинился. Ну, недалеко отходя от вопроса про автомобили, про транспорт, необходимо упомянуть, что действительно транспортная инфраструктура развита очень хорошо. Здесь в Стокгольмском регионе действует компания-монополист, которая управляет всем транспортом общественным. Это и метро, и трамваи, и такие пароходики или паромчики, которые курсируют между островами Стокгольма. Это все единая экосистема, на которую ты покупаешь проездной или там билет на некоторое количество времени и перемещаешься по городу. Это очень удобно, очень четкое расписание. Конечно, есть свои проблемы. Там, например, электрички могут не всегда ходить по расписанию, какие-то случаются катаклизмы, там кто-то решил покончить с собой или еще какие-то вещи, или занесло много снега. Всякое бывает, но в основном, в общем и целом, транспорт работает прекрасно. Мы довольно комфортно чувствуем себя в городе без машины, перемещаясь с двумя детьми, с коляской и прочими вещами. Но я думаю, что все же для семьи с двумя детьми или с ребенком, там более-менее уже взрослым, все-таки удобнее было бы путешествовать на своем автомобиле. Мы пока об этом думаем, еще не приобретали здесь автомобиль. Ну и то, о чем многие могут тоже беспокоиться, я имею в виду порядки в доме. Вот здесь есть такой плюс, как нет грязи, да, может быть, это прозвучит немножко странно, но в городе действительно не так много места, где вы можете принести на подошве обуви грязищу, прям такую хорошую грязищу. Здесь не посыпают на зиму реагентами
дорожки. В основном здесь идет гранитная крошка, которая препятствует скольжению на льду, и это помогает поддерживать улицы в чистоте. Единственное, что вы можете принести домой, это кусочки вот этой самой гранитной крошки на подошве, но в частности у нас перед подъездом стоит специальная решеточка, об которую ты ноги просто отряхиваешь, вот так, значит, подошву чистишь, и после этого заходишь, и в принципе ты грязь с собой никакую не несешь. Вот. Также в доме меньше пыли из-за того, что мы пользуемся местной прачечной общей. У нас есть видео про то, как мы стираем, можете посмотреть. И там есть сушилка, которая забирает все ворсинки от одежды. И эти ворсинки, раньше, когда мы сушили дома на обычных там веревках или на чем-то, они попадали все равно в квартиру, кружились тут и осаждались на предметах мебели, интерьера. Их нужно было потом влажной уборкой убирать. Здесь такой у нас проблемы нет, и это круто. Как я уже говорил, вместо того, чтобы проводить время с друзьями, мы теперь очень много проводим время с нашими детьми один на один, без какой-то дополнительной компании. И куда же мы ходим в Швеции? Мы ходим в музей, которых здесь бесчисленное количество, примерно как в Петербурге. Вот. При этом музеи очень интересные, интерактивные, детям очень нравится, они уже каждый выходной предвкушают, в какой же музей мы пойдем в следующий. Не знаю, насколько нам хватит этих музеев, и куда мы пойдем дальше после того, как они кончатся. Пойдем мы на второй круг или еще чем-то займемся, ну посмотрим. Но, по крайней мере, сейчас мы все в восторге от местных музеев, все можно потрогать, все сделано с расчетом, что туда придут дети, есть игровые комнаты, есть кафе-ресторанчики. Все экспонаты можно потрогать, пощупать, никто тебе слова не скажет, если ты там полапаешь стекло или там еще какие-то вещи. Все понимают, что дети — это дети, при этом дети здесь — это не просто вот они со взрослыми, а наоборот скорее. Есть дети, и вот рядом с ними взрослые. Ребенок, он все-таки важнее, поэтому вот все так и сделано, все здорово. Также к плюсу про безопасность хотел дополнить, что здесь нету бездомных кошек и собак. По крайней мере, мы ни разу не видели никакого бездомного животного. А сегодня даже видели женщину, которая прогуливалась со своим барсиком, который шел с ней практически в ногу рядом. И они прошли всю улицу вот в таком же стиле и финишировали успешно у себя дома. То есть кошка вела себя прямо как обученный пес, не ходила ни влево, ни вправо, а со своей хозяйкой, даже без поводка, просто послушно проследовала к себе домой. Очень интересно было наблюдать. Ну, собаки по большей части все воспитанные, всегда все на поводках. Ни разу не видел, чтобы в открытом пространстве собаку спускали с поводка, типа она не кусается. То есть здесь вообще такого нет. А если собака, не дай бог, подаст голос в какой-то ситуации, перед вами обязательно извиняться, потому что это считается, что за собакой не доглядели, ее не доучили, не додрессировали и тому подобные вещи. Ну и, естественно, надо понимать, что такое состояние дел сложилось из-за, во-первых, налогов на этих животных, во-вторых, необходимость прохождения специальных тренингов для хозяев и тому подобных вещей. То есть это все урегулировано достаточно строго. Отсюда и такой плюс. Также, как любитель покататься на велосипеде, хотел заметить, что здесь прекрасная велоинфраструктура, что, в принципе, характерно для всей Европы. Я уже жду не дождусь, когда я, наконец, продам себе свой старый велосипед в России и куплю себе здесь новый для того, чтобы попробовать всю эту инфраструктуру и проехать какие-нибудь большие расстояния вместе с сыном, а может быть, даже и всей семьей. Потому что велоинфраструктура — это то, что очень сильно меня привлекало до переезда, и я очень хочу ее попробовать уже наконец. В целом, доехать можно откуда угодно и докуда угодно, как я уже сказал, вплоть до соседней страны. Поэтому это то, что мы точно будем пробовать, и обязательно снимем на нашем YouTube-канале какой-нибудь выпуск про это. Также, как я уже сказал, все крутится в Швеции вокруг детей, поэтому очень много мастер-классов, особенно по выходным, и мест, куда можно съездить в Стокгольм, провести с детьми. Есть такого рода культурные центры в каждом из микрорайонов, в которые вы можете прийти, там будет какой-нибудь мастер-класс, там будет какое-нибудь представление, или просто вот даже у нас в парке вывозят всякие велосипедики, дают ракетки для настольного тенниса и прочие вещи, то есть вы можете прийти, и за уплаченные вами уже налоги вы получаете какие-то бенефиты, какие-то плюшки от государства в виде организации досуга для вас и ваших детей. Это очень приятно, это здорово, это круто организовано, люди, которые там работают, очень приветливые, и нам это очень нравится. Что касается повседневных плюсов, то нам очень нравится ходить в местные магазины, здесь можно встретиться с огромным разнообразием продуктов,
там овощей, фруктов, прочих штук. Мы натыкались на какие-то интересные решения, например, такие супы в пакетах, как из-под колбасы, или там готовые продукты, которые здесь хорошего качества, не а-ля доширак, который погрел, съел, и слава богу, а реально какие-то штуки, которые можно насладиться и поесть как полноценную еду, вполне сбалансированную по углеводам, там, жирам и белкам. То есть это не просто какое-то там для людей, которые не могут заработать себе деньги на качественные продукты, а это для всех, кому, например, не хватило времени приготовить ужин, он берет что-то готовое, разогревает, и вуаля, очень даже вкусно. Нам это тоже очень нравится. Ну и такая тоже в тему экологии плюсик, что здесь очень простая сортировка мусора, как бы ни говорили о том, что европейцы там что-то отколупывают, последнюю там слюду от лекарств там, или еще какие-то вещи. Нет, здесь такой детальной переработки мусора мы не видели. Мы просто сортируем мусор на несколько фракций, там пластик, железки, бумага, газеты, пластик и тому подобные вещи. Какие-то простые фракции, ты их просто разделяешь, кидаешь в специальный контейнер, и эти контейнеры потом увозят на перерабатывающие заводы. Все очень как-то продумано, гармонично и не доставляет никаких неудобств. При этом ты как бы чувствуешь на себе ответственность за эту сортировку, что ты пытаешься хотя бы утилизировать то, что ты сам произвел. Ну и это, я считаю, достаточно правильно и осознанно. И упаковка, в которой продаются продукты, они способствуют этой утилизации. Все очень продумано и легко перерабатываемо. Я думаю, что через некоторое время, может быть через еще 3 месяца, мы проапдейтим это видео, потому что наверняка у нас в голове что-то еще всплывет. Вот. Сейчас мы пока не можем отнести медицину ни к минусам, ни к плюсам, потому что мы до сих пор еще не воспользовались этой системой и не попробовали ее. Но то, что мы слышали, что поход к врачу может занять, запись к врачу может занять достаточно хлопот, что нельзя попасть к врачу достаточно быстро, нужно стоять в очереди на прием, если ты пропускаешь этот прием, ты платишь штраф и тому подобные вещи, что с медициной не так все гладко, приходят какие-то новости. Но посмотрим, время покажет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно помогает вам сформировать ваше видение Швеции как страны и о том, как здесь живется. Поэтому, если вам интересна эта тема, то подписывайтесь, ставьте лайки. Всем рады и до новых встреч. Пока-пока.